Один из российских агентов, участвовавших в знаменитом Большом обмене, активно освещал Вторую Карабахскую войну. Речь идет об агенте ГРУ Павле Рубцове, который, по легенде, был баском по национальности, испанским журналистом Пабло Гонсалесом. Рубцов, он же Гонсалес, помог спасти 2 журналистов газеты «Ле Монд» во время обстрела в Мартуне. Потом эти кадры с его участием появились в ролике System of a Down «Protect the Land». Фотографии Рубцова, того же Гонсалеса, также можно найти на официальном сайте Министерства иностранных дел Армении и на сайте премьер-министра Армении, где он берет интервью от Никола Пашиняна, как якобы испанский журналист Пабло Гонсалес. В октябре 2020 года информационная передача «ЖАМ» даже подготовила небольшой репортаж о нем. Бывший советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Владимир Погосян сделал заявление и обращение в своем микроблоге по этому поводу. Выходит, что нелегальный агент внешней разведки получил приказ взять интервью у премьер-министра Армении, несмотря на присутствие армянской контрразведки. Это означает, что Россия нарушила соглашение о невмешательстве и неиспользовании территорий друг друга для разведки. Соответственно, мы можем предположить, что Россия могла передавать данные Азербайджану и, скорее всего, передавала, а также что Рубцов мог координировать действия армянских агентов. Необходимо срочно установить круг лиц из числа армян, которые имели с ним контакты, как среди власти, так и среди военных. Также нужно восстановить маршруты, по которым он передвигался в Арцахе, и определить, какие действия после этого предпринимали вооруженные силы Азербайджана, чтобы найти взаимосвязь. Хотя я хочу подчеркнуть, что обнаружить нелегала-разведчика очень сложно. На это уходят годы и десятилетия, а иногда они так и остаются невыявленными. Тем не менее, я настаиваю, что такую работу необходимо провести. Также нужно установить возможные контакты и связи пресс-службы Минобороны Армении, Министерства иностранных дел Армении, Семена Пегова и «Спутник Армения». В любом случае, это скандал. МИД Армении должен выразить протест и претензию по поводу использования нелегального разведчика против Армении, особенно учитывая, что разведчик целенаправленно стремился к контакту с премьер-министром Армении. В нормальной стране реакция была бы незамедлительной, и посол России, как минимум, был бы вызван на ковер к министру иностранных дел Республики Армения. «Посмотрим», — написал Владимир Погосян. Интервью первого посола Украины в Армении Александра Бошко. Мы видим, что русские войска, численность которых достигала 10-15 тысяч, не смогли оказать сопротивление. По первым ударам украинских войск стало очевидно, что российские войска не выдержали и просто бежали вместо того, чтобы отступать. Украинская армия взяла в плен несколько сотен человек. Кроме того, российские тылы пострадали от ударов украинских войск. Иными словами, цель этих действий состояла в том, чтобы нанести урон российским войскам там, где они не ожидали, и нам это удалось. На мой взгляд, одна из целей – захват украинской армией дороги, соединяющей Белгород с Москвой. И, конечно, мы должны подорвать русские тылы. Как вы думаете, может ли в Украине, на Армянском Нагорье и Ближнем Востоке применена универсальная схема решения территориальных споров? Все споры должны решаться в соответствии с международным правом, за столом переговоров. Решать должна не сила, а международное право и договоры. И мы видим, что некоторые страны, в данном случае такие авторитарные страны, как Россия, пытаются решать вопросы силой, диктуя свою волю, используя свою власть для разрушения международной системы. Почему вопрос Арцаха не включают в список актуальных глобальных проблем? Произошла насильственная оккупация. Можно ли считать вопрос Арцаха решенным? На мой взгляд, арцахская проблема не решена. Как можно считать решенным вопрос Арцаха, когда 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома? Это армянский этнос, который тысячелетиями проживал на этих территориях, создал свою культуру, язык, фольклор, архитектуру, а затем был депортирован с мест своего проживания. С таким решением вопросов нельзя согласиться. Так не бывает. Это из той же серии, о которой мы недавно говорили. О том, как некоторые страны пытаются решить свои проблемы. Я думаю, что жители Арцаха должны вернуться в свои дома.
Другой вопрос, как это сделать. Решение этого вопроса зависит от Армении, Азербайджана и международных организаций, которые занимаются этим вопросом уже много лет и должны продолжать им заниматься. Это боль не только армян, но и всех нормальных людей мира, которые сочувствуют арцахцам и представляют себе, в каком болезненном положении сейчас находятся. Почему вопрос Арцаха не включен в число актуальных глобальных проблем? Отвечу на вопрос следующим образом. На мой взгляд, за прошедшие годы у армянской стороны было несколько возможностей решить вопрос с применением новых подходов, но, к сожалению, шансом не воспользовались. Я имею в виду ошибки, допущенные армянской дипломатией и органами арцахской власти. И теперь необходимо вернуть вопрос за стол переговоров. Я не знаю, как проходят переговоры между Арменией и Азербайджаном, потому что мы не знаем всех нюансов. Но параллельно должен обсуждаться вопрос Арцаха, потому что когда 130 тысяч человек вынуждены покинуть свою родину, это явное нарушение как прав человека, так и международных норм. Скоро в Баку должна пройти конференция по климату КОП-29. Эта международная конференция всегда была площадкой для выработки стратегий сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата. Однако в этом году ООН превзошла саму себя. Проводить такую конференцию в Баку все равно, что организовывать форум онкологов по борьбе с раком легких на табачной фабрике. Приведу факты из недавно опубликованного гидрохимического мониторинга Прикаспийского региона, проведенного независимой американской компанией. Добыча нефти и газа в азербайджанском секторе Каспийского моря оказывает негативное воздействие на окружающую среду всего региона. Загрязнения нефтью и нефтепродуктами встречаются повсеместно – в почвенном слое, гидросфере и атмосфере. 1 единица объема нефти способна загрязнить объем воды, превышающий ее в 1000 раз. 1 литр нефти наносит ущерб 1000 кубических метров воды. В Азербайджане на всех этапах потери достигают 10% добытой нефти. Город Баку признан самой загрязненной частью Каспийского моря. Ежегодно из Азербайджана в море сбрасывается более 500 миллионов кубометров сильно загрязненных вод. Прибрежные районы Азербайджана не только полностью утратили свое рыбохозяйственное значение, но ситуация в них приобрела характер биологической катастрофы. Здесь практически исчезли живые организмы, погиб донный флористический комплекс Зостера, служивший основой питания для многих морских организмов. Морская нефтяная промышленность и подводные нефтепроводы, окружающие Апшеронский полуостров, оказывают колоссальное влияние на экосистему моря. Воды Бакинской бухты относятся к классу чрезвычайно грязные. Популяция каспийского тюленя, который, по заявлениям экологов, является показателем здоровья экосистемы Каспийского моря, за последние 30 лет сократилась на 90%. Одной из причин этого экологи называют активную нефтегазовую деятельность Азербайджана. Воды Каспийского моря, омывающие Апшеронский полуостров, утратили способность к самоочищению и стали мертвыми. Несмотря на все это, именно Великобритания и ее корпорации пролоббировали проведение Международного экологического форума в одном из самых загрязненных мест мира. Нефтегазовые доходы поражают не только природу, но и чувство меры. Хотя самим британцам и их ставленнику Алиеву волноваться не о чем. От немыслимых болезней пока еще тысячами в год умирают простые азербайджанцы. Многие с застывшим криком на устах: «Слава Алиеву! Карабах Безимдир!» Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости региона и мира.